Здравствуйте, уважаемые зрители! В заключительном в этом году видео по Attini 10 я хочу рассказать, как работать с фьюзами на данном микроконтроллере. И как можно, отключив ресет на шестой ножке микроконтроллера, это порт PB3, вместо 3 портов ввода-вывода получить 4 полноценных порта ввода-вывода, умеющих работать с цифровым и аналоговым сигналом. Но при отключении ресет мы теряем возможность перепрошивки микроконтроллера. Чтобы вернуть возможность перепрограммировать Attini 10, нужно будет вернуть шестой ножке обратно функцию reset. И как это сделать, я тоже расскажу в данном видео. В одном из прошлых роликов я уже рассказывал, что такое фьюзы и как работать с фьюзами на примере Attini 13 и Attini 85. Ссылки есть в описании к видео и в подсказках. Теперь пришел черед Attini 10. Переходим на сайт с калькулятором фьюзов. Ссылка на него тоже есть в описании к видео. В выпадающем списке выбираем Attini 10. И видим, что у него всего 3 фьюза. Верхний в этом списке фьюз позволяет выбрать тактирование от внешнего источника. Следующий фьюз активирует постоянную работу сторожевого таймера Watchdog. О песике мы поговорим как-нибудь в отдельном видео. А сейчас нас интересует, пожалуй, самый полезный в случае Attini 10 фьюз Reset Disable, активация которого позволит нам отключить функционал Reset порта PB3 и превратить его в обычный порт ввода-вывода. По умолчанию значение фьюз байта у нас FF. При установке Reset Disable значение фьюз байта меняется на FE. Прежде чем изменять фьюз Reset Disable, откроем скетч из позапрошлого видео, где мы мигали светодиодом. Только изменим в коде скетча подключение светодиода вместо порта PB0 на порт PB3. Схема размещения на макетной плате у нас остается, как в позапрошлом видео, только переподключаем светодиод к шестой ножке Attini 10. И перед загрузкой временно отключим светодиод от минуса макетной платы. Про работу со светодиодом и загрузку скетчей в Attini 10 я рассказывал в отдельных видео. Все ссылки есть в описании и в подсказках. Проверяем, что у нас выбран микроконтроллер Attini 10, программатор USB ISP и загружаем скетч в Attini, нажимая «Загрузить через программатор». Подключаем светодиод к минусу макетной платы. И видим, что светодиод не мигает, а как-то тускло светит. Все потому, что пока порт у нас занят под ресет. В ролике про изменение фьюзов я рассказывал про самописную утилиту, которая представляет из себя батовский файл, упрощающий работу с программой для прошивки AVR микроконтроллеров AVR-Dude.exe, которую и сама среда Arduino IDE использует при загрузке скетчей в микроконтроллеры AVR. По сравнению с прошлой версией я добавил в эту утилиту команды, учитывающие работу с Attini 10. USB-программатор у нас остается подключенным к компьютеру, а светодиод отключим от минуса. Запускаем батовский файл. Нажимаем 1, выбирая Attini 10. Программатор у нас 2 USB ISP. И следующим пунктом выбираем 2 Write Fuses. Здесь нам предлагают ввести значение фьюз байта. При установленном фьюзе Reset Disable фьюз байт у нас имеет значение FE. Его мы сюда и записываем. И нажимаем Enter. Нас спрашивают, действительно ли мы хотим выполнить данную команду. И как раз вот сформированная команда к программе AVR-Dude.exe. Подтверждаем команду и нажимаем Enter. Происходит изменение фьюзов микроконтроллера, которое у нас завершено успешно. Подключаем светодиод к минусу
И видим, как до этого тускло горящий светодиод начинает мигать раз в секунду. Теперь порт PB3 стал полноценным портом ввода-вывода. А что у нас с чтением аналогового сигнала на шестой ножке? Возвращаем светодиод на первую ножку от ATENY 10. Добавляем на макетную плату потенциометр по схеме, о которой я рассказывал в прошлом видео. Ссылка на видео также в описании и в подсказках. Только по сравнению с прошлым видео, вторую ножку потенциометра подключим не к четвертой, а к шестой ножке микроконтроллера. Открываем скетч из прошлого видео, где мы управляли яркостью светодиода с помощью потенциометра. Изменим порт, куда мы подключили потенциометр, с PB2 на PB3. И загружаем скетч в ATENY 10. Вернее, пробуем загрузить скетч и получаем ожидаемое сообщение об ошибке. Так как ресет мы заблокировали, перепрошить микроконтроллер у нас не получится. Теперь я покажу, как разблокировать ресет, то есть вернуть фьюзы микроконтроллера в исходное состояние. Для этого нам понадобится источник напряжения в 12 вольт. Я буду использовать лабораторный блок питания. Можно, например, запитать от 12-вольтового блока питания Arduino Uno, а уже от нее, вернее от ее пинов VIN и GND, взять нужное нам напряжение. Отключаем от программатора провод, соединяющий с ресет, то есть шестой ножкой от ATENY 10. И вместо этого провода подключаем плюсовой провод от источника 12 вольт. Минусовой же провод источника питания 12 вольт объединяем с общим минусом схемы. Включаю подачу 12 вольт. Кстати, у меня тут источник питания малость просел до 11 вольт, но этого тоже достаточно. Насколько помню, от 10,5 вольт нам достаточно. Светодиод и потенциометр у нас в этот момент должны быть отключены от ног микроконтроллера. Возвращаемся в утилиту по изменению фьюзов. Нажимая единицу, переходим к списку действий и выбираем пункт 3, который я специально добавил для ATENY 10. Восстановление фьюзов. Нам показывается сформированная строка обращения к программе AwareDude. Соглашаемся. Запускается процесс. И происходит восстановление фьюзов микроконтроллера к значению по умолчанию. После этого отсоединяем наш источник 12 вольт. И снова подключаем шестую ножку от ATENY 10 к пину Reset программатора. Возвращаемся к скетчу управления яркостью светодиода и загружаем его в микроконтроллер. Как видим, теперь загрузка успешно прошла. Подсоединим потенциометр к микроконтроллеру и светодиод к минусу. Видим, что светодиод то загорается в полную силу, то гаснет. В общем, пока порт PB3 под властью Reset, ни как цифровой, ни как аналоговый, он нормально у нас работать не будет. Отключаем светодиод и потенциометр. Возвращаемся в утилиту по изменению фьюзов. И снова изменим фьюз байт на FI, заблокировав ресет. Снова переходим к макетной плате и подключаем потенциометр и светодиод. Поворачиваем регулятор потенциометра по часовой стрелке, и светодиод плавно разгорается. Против часовой плавно гаснет. Я думаю, все мои зрители согласятся, что 4 ноги это лучше, чем 3, так как мы можем расширить область применения данного микроконтроллера за счет подключения дополнительных датчиков, кнопок или каких-то вариантов индикации или вывода информации. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал.
Завтра планирую еще одно заключительное в этом году видео, уже не по теме микроконтроллеров. Так что прощаюсь с вами до завтра.